Давайте так, что такое киберспорт? Туда донатят просто суммы, Да, типа. да. Почему некоторые организации закрываются, например, Астралия? Киберспорт в кризисе, разрушение игр одним патчем. Ты не работал в КС? Расскажи как раз. Расскажи. Я послушаю. Там всех собирает в практике этот американец Квин Каллахан. Говорит, я вижу нас в финале. Они, как и любой стартап, они жили и живут на минусовой бюджет. И так сойдет. В каком спорте сейчас букмекер не контролирует все? Доброго времени суток, доброго дня, ночи, вечера, утра. Всем, дорогие зрители, привет. Всем привет, ребятки. Да, с нами неизменные ведущие Маланка, я Артем, джентльмен, и с нами сидят три прекраснейших мужчины. Олег Поротников, Доброго Саша полудня. Щербаков и КД Олын. Представьтесь пару слов о себе, может, чтобы ребятам было Кто вы понятнее. такие, ребята? Ну, Вы вообще кто и зачем вы сюда выглядите пришли? как прям хорошие бизнесмены, люди, которые умные, опытные, красивые парни. Насколько смеялся твой тембр голоса, как мы начали говорить в подкаст, я аж прям себя некомфортно чувствую, потому что кажется, как будто ребенок начнет говорить в микрофон. Да. Я актер озвучки, на самом деле, аниме озвучиваю. Менеджер киберспортивный с 7-8-летним стажем. Сейчас делаю Ни хрена себе. батлы, да, стримерс-батлы. В общем, я 8 лет работаю в киберспорте. Можно Отлично. на пенсию. Александр, а вы? Да, я вот это тоже, как тема благоволит, киберспортивный менеджер, работал долгое время в Gambit, в Cloud9. Сейчас, волю судеб, на должности спортивного директора в Tundra Esports. Вот, и надеюсь с коллегами вот пообщаться на интересные темы сегодня. Да, я не работал менеджером, так получилось. Я работал контент-директором, а сейчас я делаю контент под доте в основном на каналах KD All In и KD Cast. Подкасты и шоу. И давайте вот, Олег, ну ты же вот не просто человек, который просто менеджер. Ты работал. Ну да, так... Кем ты работал? Да, Загибайте. да. Давайте читаем. Пальцев не хватит. Ну, Миллиардер. да нет, просто филантроп. Костя, наверное, затронул таким тем, потому что... Но так получилось, что все мои составы были звездными. Да, Ну, так просто вышло. какие, Из-за тебя, например? благодаря тебе. Дроп, сними его. Подожди, все составы, с которыми ты работал, Давай все так. они звезды. Давай так, какие дисциплины киберспортивные ты знаешь? КС. Не стендов. КС. С КСом не работал. Прям Дота. Берем доту. Дота. Работал с ГГ, работал с Тундрой. PUBG работал? Понял. PUBG работал, мобильно. Звездный В состав. мобильном? Да, с А Нави, ну-ка. а потом подписал состав ГГ. Так, я думаю, что можно начинать к обсуждению. Мы хотим поговорить с вами о различии в менеджменте составов по КС и по доте. Как различаются основные обязанности менеджеров вот в зависимости от дисциплин? Ты не работал в КС? Расскажи как раз. Расскажи. Я послушаю. А я думал, наоборот, спросить у тебя, что делаешь ты, потом скажу, что делаю я, и мы типа такие, что сравним. А Костя Нет, я тоже Слушай, делает контент. Я Не менеджер. осуждаем. Да, ну вот с точки зрения контента разница такая приличная на самом А ну-ка, деле. интересно. Ну да, вообще да. Ну вот это интересно. с дотерами немножко как бы Сложнее. посложнее, да. Вот С они- дотерами? Попал. С дотерами, да. А что с ними не так? Я тоже что-то... Они как бы готовы все делать, но как бы немножко вот... Нет Через мотивации? силу? Да, вот ну так типа... Ну Спустя ладно, рукав типа, чуть-чуть, одолжение да? сделаю, А вот снимусь. с КСерами они просто сами заряжены, ему там вот у меня вот кейс есть, что мы там с человеком снимались 14 часов. А кто? И- Это Азер был. Он АЗР говорит, это по доте? это ПКС. ПКС. Австралиец. Да, Азер. Вот. Экспертное мнение. От хостов. В общем, и он такой, типа, я ему говорю, да едь домой, что ты вообще, ну, там, типа, мы остальное доснимаем без тебя. Он говорит, да нет, ну вот у меня медиадень, я должен работать, вот давай, это вот зря. все. Профессионализм. То есть, да, 14 часов. профессионализм, да. Он А что говорит, вы снимали «Нет, я 14 останусь». часов? Мы за один день ТикТоке. сняли муд-видео. Ну, типа- Ну, типа брендовое видео, красивое, под музыку, типа 4 проснулся, бам-бам-бам-бам. потянулся, и дальше у тебя пошло. Типа его день, один день жизни Окунаешь, какой-то. ну, Не, типа, типа лицо там вон. брендовый такой видос, где все такие красивые, в форме, бам-бам-бам, переходики. Короче. Вот они идут, потом там баскетбол, вот это вот все, потом в КС переход, вот так, бам-бам. Короче, мощный видос. Какой-то стильный, Видос видимо, легендарный. Я правильно описание. понял, что это было в преддверии турнира? Нет, этого не было в преддверии турнира, это мы готовились к турниру. Просто мне сразу... На вот ты- котором они вылетели, и состава больше не было. А, услышал. Зато снимали Ну вот у 14 меня часов. был опыт с дотерами, мы снимали муд-видео, а потом использовали его, чтобы по одному из человек, каждого из них кикать. С тобой вообще как плодотворно можно сотрудничать. Если мне не нужен будет состав, я Если тебе кого-то напишу. набрить, да? Так, и тебе не ходит Я с ними
заниматься? Окей, снимаю, да, записали. без Хорошо, проблем. вот, а именно если про работу менеджеров поговорить, вот в чем различие в зависимости от... На самом деле Костя невзначай поднял очень такую фундаментальную, не то чтобы проблему, но различие. Все-таки игры, они, ну вот я имею в виду дисциплины, да, Dota и CS, они очень сильно различаются по своей Да, сути. разная совсем И специфика. вот скорее всего, что, ну, если брать общую массу, если обобщать, то, наверное, вот характеры... Пей, все нормально. Что вот и характеры у игроков очень Очень... сильно разнятся. То есть А в чем CS более динамичная игра, она более связана с инстинктами. Реакция это такая устаревшая форма, но в любом случае... В целом, крейсеры более лайферы, если мы будем брать. Ну, то есть, как бы я если мы, поспорил, но я соглашусь. если мы А берем... давай ну, поспорим. Типа, Вот они тоже есть больше кого- в жизни проводят времени. Ну, да, вот, ну, то есть даже если мы там по тусовкам посмотрим, то крейсеры всегда около тусовок, Более такие, они социализированные, ходят да? в зальчик, они там занимаются, у них все в жизни, тачки есть. У дотеров тачки, вот, например, ни у кого Именно, нету, кроме у тачки, Ризоля, например. Честно Кстати, скажу, справедливо. это тенденция вот последних лет. Наверное, все-таки это, опять же, вот из дисциплины складывается. КС более структурированная вещь. Там тренер имеет намного большую роль, чем в Доте. Потому что он, как минимум, может говорить там во время игры, да? Да, Ну и есть плюс ко такое, всему, да. что он завязан, тактическая составляющая завязана на тренере. Аналитик, я не могу сказать, что он больше решает, потому что в Доте аналитика Аналитика есть аналитика. Аналитик да. уродин, да. Но в любом случае, это тоже там позиция, которая во всех топовых составах, она всегда будет закреплена как одна из основных. Если ты хорошо играешь там каким-то базовым составом героев, тебя можно условно поставить в любую команду, и ты, если на своем персе хорошо отыгрываешь, ты все равно вольешься довольно, ну не то, что бесшовно, понятное дело, что сыгранность она будет влиять, но это более легкий процесс. В КСе из-за того, что у тебя моб вот этот вот, как бы он не представляет из себя каких-то Больше подстраиваться под команду скиллов, надо. то ты должен Там взаимодействовать роли у непосредственно. игроков. Один там хелпер накидывает Вот, ты гранаты, другой должен выходит непосредственно открывашку. как бы с игроками сливаться. Слушай, И поэтому, когда замены в КСе происходят, у них фаза становления намного дольше. Слушай, ну я, наверное, соглашусь, потому что, ну, если мы возьмем там условного Декстера и засунем его в любую команду, он там своих фрагов набьет. А вот, ну, тоже вот, если мы возьмем там опыт какого-нибудь Паркера, если он не спит, то в какую команду мы там азиатскую его не сунем, то, в принципе, он хорошо играет. И даже опыт Антона Дурачье как бы показывает, ну, то есть, Олег, меня поправь, но мне кажется, они там особо не сыгрывались. А Антон начал играть за 3 недели до Слушай, турнира. ну мы за неделю начали играть до квалы, и квалу, ну, типа, прошли вообще без проблем. Ну, Так вот. там еще прикол Я в том, говорю. что у них, в принципе, турниры шли один за одним, и там как бы тренироваться-то было некогда. А в КСе, когда у тебя приходит новый игрок, это типа буткэмп, 3 года. Как-то вот так получается, что сейчас, несмотря на то, что вот с прошлого года изменилась система, и сейчас больше там турнирных операторов, которые сейчас конкурируют иногда даже там по датам, все равно как-то в Доте получается больше турниров. Оно так и есть. Может быть, потому что они идут как раз-таки стык в стык, тир-1 турниры. И получается, Ну, топовая а сколько команда... перерыв между топовыми турнирами? Межсезоночка есть какая-то вообще? Вот, Вот, кстати, я в вот... Доте есть. В спрашиваю, Доте есть и в турнамент CS брейк есть. конкретный. Ой, И в CS есть турнамент Ты брейк. меня сейчас сломал, я хотел сказать, я когда пришел в Доту, спрашивал Олега, есть ли Players Break, он такой Да, говорит, да, да, нет. да. И ты такой, в Доте есть. Да-да-да. В КСе у них прям, типа, летом и зимой есть Да. 2 недели. Нет, там, по-моему, сейчас конец июня, середина июля месяц, и зима это, как правило, конец, там, середина короче, декабря, начало января. 2,5-3 Короче, 3 недели зимой когда и нет летом. ничего вообще, типа, даже тир-3 турниров, что, кстати, ну, прикольно. типа как. у чисто нас фраков в даже КС каких-то нет. Да, вот да, такого. там, ну, брейк у всех, Окно насколько я трансферов, понимаю. Ну, у нас Кстати, после инта так. Когда ты сливаешься с командой, да, вот ты чувствуешь команду, и у них, например, какие-то неудачи, вот давление общества, вот как менеджера это все проживают. Например, команда приехала на турнир, обосралась, ее хейтят. Вот, как вы это Страшный переживаете? После первых 3 лет в киберспорте уже как бы подостыл к этому мне уже. Ну, последнее время мне было тупо все равно. Типа, реально, вот одинаковые эмоции. Работник месяц. Да. Не, ну, как бы очевидно, да, ты делаешь максимум, все, что от тебя зависит, ну, ты хочешь победить. Ну, то есть ты хочешь, чтобы твоя команда победила. Но с точки зрения эмоционального фона, вот, приедет, обосрется в группе, не выйдет, или приедет, победит турнир, ну, примерно одинаковая эмоция. Ну, потому что уже это... А вы как считаете, Константин? Я тамада. Да, я много не просто интересно. знаю, на самом деле. Да. Ну, это ж для менеджера это повседневность. Мне кажется, вот тут вот все наши вот эти вопросы очень зависят от того, какой
менеджер. Ну, то есть есть Такой разные человек. типы менеджеров. Есть менеджер, который так полностью как бы в команде, он как да, именно живет, проживает с командой. Да, всё это. 6-й, 7-й игрок, там 9-й, может быть. Есть специальные Это вообще профессиональные разные. отношения. Ну, вот смотри, да, ты типа подводишь к такому, что там я чисто водичку заказать, но за 8 лет вот эти в киберспорте у меня было, ну сколько турниров? 50. На Перечисли все. 50 турнирах там я условно был. И Надо еще 2 турнира добить. Оу. после 30-го турнира, ну, как бы... Эмоций нет просто, Ну уже да. похуй. Ну, играют и играют. Типа, нет, опять же, ты делаешь все на максимум. То есть у тебя нет такого, что, ну да, я сейчас просто вот это сделаю, все дальше похуй. В принципе, с твоей точки зрения согласен. Когда у тебя уже такое большое количество турниров, обращать на каждый из них внимание, ну это у тебя просто не хватит нервных Да. клеток никаких. Да. Типа эмоционально переживать его. Вот, опять же, вот у меня сейчас вот такой период, что я перешел в другую команду. Причем команда выступает очень классно, и она там выигрывает много, и там иногда там апсет, да, какой-то там проигрывает в плей-оффе. И я вот честно скажу, как бы не буду таить. Наверное, все-таки вопрос переживания зависит именно от пережитых эмоций. Я в Cloud9, там, в Gambit перед этим, с ребятами с одними и теми же проработал очень большое количество времени. И спорт классен тем, что ты, переживая определенные турниры, и даже не турниры, а просто события, ты испытываешь большое количество эмоций, что у тебя в голове откладывается. Мы за и у тебя, киберспорт и да, любим ты как с людьми- раз-таки. и ты с этими людьми уже не просто коллега, у тебя там Ну, обширный бэкграунд, багаж, да. бэкграунд И вот как нормально раз копится. результаты вот тогда команды, вот, которая у меня была несколько лет, я испытывал эмоций больше, чем, грубо говоря, сейчас. Не потому, что я плохо отношусь сейчас к команде, а потому что как раз спектр вот этих эмоций, он еще не такой обширный. Конечно, они уже твои друзья, и Ну да, хочется там, следить за их на свадьбу результатами, ходил, прям детей крестил. приятно, Олег, если они выигрывают. когда на Бирмингеме проебали, Да ладно. были эмоции? Да, вот у нас турнир, где, ну, типа, мы не выходим из группы. Там, первый раз мы не выходим из группы, там, за 2 года команда не выходит из группы. Мы едем на ряд, мы понимаем, что, типа, ну, как бы, мы не очень, но стараться будем, условно. И потом мы проигрываем первую игру в группе, там, всех собирают в практике этот американец Квин Каллахан, говорит... Я, блядь, я вижу нас в финале. После этого, по-моему, ни одной игры не проиграли, в том числе до кубка. Мысли материальные. Что убивает киберспорт? Распыление аудитории, мне кажется, убивает киберспорт, потому что что такое киберспорт? Ну, вот, типа, 3 главных составляющих, да, по крайней мере, 2 из них. Я Загибаю. загибаю. Площадка для продажи рекламы. Раз. Коммерс пришел. Да. Ну ладно, на самом деле это был тот тезис, о котором я хотел сказать, потому что, ну, типа, вот у тебя есть условно, ну, там, футбол, да? Там, в футболе у тебя не 100 дисциплин, как в киберспорте. В футболе у тебя там условный мини-футбол, условный женский футбол, условный, блядь, футбол на льду, я не знаю, есть? Ну, типа, Сомневаюсь. я посмотрел, Интересно, это же как это спорт. выглядит. Целом. это дисциплина спорта. Дисциплина спорта, да. Да, да. Олег, вот ты сейчас говоришь, знаешь, с чем я подумал? Что Dota сейчас превращается в интернет 2000-го, когда ты вот заходишь на веб-сайт, и у тебя просто реклама везде. Тут реклама, тут реклама, тут реклама, тут реклама. Не, мы говорим И вот конкретно Call про- of Duty зайди. Мы же там говорим про вообще- PUBG двигатель Mobile киберспорта. зайдите, вы просто двигатель- час будете закрывать Двигатель до того. киберспорта — это турниры напрямую. такое количество турниров, это то же самое, как вот интернет переживал в 2000-е. То есть все было в рекламе, везде Ну да. баннеры, ты выиграл, ты выиграл, ты выиграл, вот это вот Что-то все. в этом Потом есть, да. как бы интернет развился, это ушло, и люди начали делать там какие-то прикольные сайты, какие-то прикольные кейсы. Вот, и нам надо пережить вот эту вот стадию, где турнир, где турниры вообще абсолютно все равно. Я вообще не смотрю турниры. Потому что, ну вот, Ну, кроме есть. ряда и Я инта, тоже перестал неинтересно. смотреть, да. Ну, выиграли тут одни челы, через неделю выиграли другие. Или какая разница? Ну, да. Есть такая наука, диалектика называется. У нее есть второй закон, называется переход количества в качество. Ну вот. Я сумничал на камеру. Ну вот, она нам нужна, мы Да, ждем. это как бы Подготовился, вот процесс подготовился. такой, что вот из этого сейчас болота должны выжить типа вот Самые самые сильные. нужные, самые сильные, и тогда это Ну вот вы можете сказать, что сейчас киберспорт находится в таком кризисном состоянии? А чем кризис обусловлен? Давай так, что такое вот кризис? Что ты имеешь в виду? Ну вот смотри, вот что сейчас происходит в Доте у нас с уменьшением призового фонда? Куча турниров. Да, все равно на этот призовой фонд. Там каждый просто таймслот куча занимается турниров. всеми вообще. Мы рассуждаем категориями чуть другими. Мы говорим Ну то, что да, это да, понятное да, дело. там был International, который там... Собирал, Убивал всю сцену. собирал огромные Да, охваты, который был привлекал. просто, ну, всем остальным турнирным
оператором. Кстати, извини, что перебил, но International в том числе убивал и другие дисциплины тем, ну, своим огромным... Раздутым, Потому да. что, да, типа... Кайсеры облизывались вообще. Да, у тебя условно, ну, типа, у тебя чувак выбирает, ну, вот он талантливый в лоле, допустим, да, и он выбирает так, куда пойти в лол, да, там, в доте так 50 миллионов. Mobile Legends. В доте так-то 50 миллионов призовой, ну, пойду в доту. То есть, а он был условно талантливым в лоле, и, типа, вместо того, чтобы пойти там талантливым игроком в лол, ну, тем самым развивает сцену в том числе, да, он пошел в доту, как бы пытаться, и, ну, ни хера у него не получилось. Но, опять же, что сказать, что киберспорт сейчас, особенно такие толповые дисциплины, как Дота и КС в кризисе, ну, у меня язык не поворачивается. Слушай, ну, лол еще такая столповая дисциплина. Согласен, абсолютно, не буду спорить. Мне кажется, у нас стендов популярнее, чем лол. Это от региона зависит. да, Азия там... Ну, это в нашем регионе. Кстати говоря, вот Благодаря кому? Есть один человек. Не буду уже говорить, я тебе рассказывал. Сами себя, да, закопали. Да, ну вот мы, кстати говоря, у нас прошлый подкаст был именно про различия региональных сцен в киберспорте, и мы обсуждали, что Лига Легенд у нас, в принципе, в СНГ не прижилась. То есть у нас, ну, все идут в доту. Если дота не регулируется в Альфа напрямую, то есть есть только там турнир International, который им подвластен, все остальное делают турнирные операторы, LoL и Riot Games. Это были очень классные, они есть очень классные ребята, они все турниры, весь продакшн берут в свои руки и делают это на очень... Не-не-не, они иногда это дают на все подряд, но ты должен получить аккредитацию. Причем там аккредитация не просто, типа, знаешь, я проведу турнир на $1 миллион, типа, я условный там бук, да? Нет, такого не дадут. Нет. В общем, они сильно контролируют сцену. Красавчики они вообще. Они реально красавчики. Да. И у них были региональные представительства. И вот, к сожалению, ряд ошибок в нашем регионе... Интересные люди работали. Да, привели к тому, что регион просто ушел. Вот это, ну, я не думаю, что это большой секрет. Я уверен, потому что, ну, типа, я играл в условный лол там, когда он только начинал. Вообще, когда он только появился, я играл в лол лет 8-10. Ну, я могу прям с точностью заявить, что в лол играло дохера народа, когда он еще был в СНГ. К вопросу о популярности лола. Слот в лигу региональную может быть сопоставим с трансферной стоимостью там нескольких команд ПКС. Это и доте, да, там очень приличная стоимость. Могу конкретно сказать, там как... за 30 лямов выходит. Да, это как раз у нас там один из вопросов. Слот. Если я не... Слот в регулярку. Да. У Вот нас... команды покупают. Смотри, ты организация, ты себе купил команду по лолу, или там нанял, или тебе пофиг, нужно, нашел в паблике команду себе по лолу, ты сделал себе 5, и ты хочешь, чтобы они у тебя играли. Неважно, какие это топовые могут быть игроки, все равно организация должна купить слот. Да, и чтобы просто твои игроки играли регулярку, а по-другому ты туда инвайты не дают. У нас как бы ситуация была такая, что пришли букмекеры, СНГ букмекеры в киберспорт. Сначала так покупали, а потом начали покупать все. То есть и русскоязычное, и англоязычное делать турниры. У них, ну, то есть у букмекеров есть все сейчас, получается, в полностью full stack от команд до турниров. И что происходит сейчас? Сейчас цены на права на турниры возрастают настолько... Жестко задемпились, потому что у тебя в тендерах участвуют только буки. Ну, я бы не сказал, что задемпились, потому что цены сейчас поднялись. Из-за этого у букмекера есть определенное количество денег. И сейчас турниры забирают... Такое. Такое. И вот если раньше турниры забирали вот столько, то сейчас турниры забирают вот столько. И на все остальное денег уже становится гораздо меньше. Хорошо, но вот является ли вот зависимость киберспорта от букмекеров именно угрозой? Ну вот что, если они просто решат сократить инвестиции? Все, ГГ, мы проиграли. Давайте правде в глаза скажем. Это любой спорт. Да, в каком спорте сейчас букмекер не контролирует все? Я, просто... PUBG Mobile. Я просто, я там... В спорте. Потому что это Tencent, потому что китайцы там запрещены. Я играю там в теннис, в баскетбол, прям регулярно. Все информационные ресурсы, все турниры, все команды, везде все представлены букмекерами. Киберспорт это продукт. Да, и как бы говорить, что вот мы от них там страдаем, точно говорить невозможно. Но я просто говорю опасность там, да. Они сейчас по факту, несмотря там, да, на свой заработок, просто дают жизнь всему спорту, который только есть, включая киберспорт. Хорошо, единственное, что пока, почему мы относительно выигрываем, и, наверное, хорошо, это количество букмекеров. То есть количество крупных российских букмекеров, оно очень большое. И за счет их конкуренции она создает определенный такой для нас рыночный механизм, который как бы выравнивает... Да, и рынок растет. Да, приблизительно... Но все равно в этом году денег стало гораздо меньше.
Хорошо, вот что будет, если вдруг они решат, все, не хотим. Ну, это, идут смотри, это такая букмекеры. же зависимость машины от бензина. Ну, вот что, если завтра не будет Ну, бензина? раньше же как-то мы Мы раньше ездили же на конях. киберспорт был Ну, такой? хорошо, будем ездить на конях. Хорошо, будем Есть же другие устраивать спонсоры, ланы. есть же, Не, ну хорошо, помимо но букмекеров. мы можем ездить не на бензине, можем ездить на более На дизеле. дорогом каком-нибудь топливе. Да, просто что у тебя просто это изменится? будет дороже и будет меньше людей этим Да, заниматься. тут вопрос, что у тебя изменится, если, типа, уйдут буки. Ну, да, очевидно, там в моменте у тебя потеряется какое-то качество, потому что качество покупаются за деньги. Но, тем не менее, Но продукт киберспорт останется будет жить. Ну, по-любому. он выживет, но вопрос, в каком состоянии он будет. Сколько Но лет? этого никогда не случится. Давайте Да? будем реалистами. да. Букмекеры не уйдут никогда. Ну, такой им вопрос это на выгодно. подумать. Конечно, это у нас спорт, он в принципе занимает очень простую нишу с точки зрения подготовки вот дисциплины. То есть там, если мы берем там баскетбол, футбол, хоккей, это всегда арена, это всегда безопасность, это там очень много подготовительных там работ с точки зрения там корта, льда, там газона и всего остального. В киберспорте, как бы, да, у тебя есть определенная там на лане арена, но в любом случае это всего 5 По существу, да, 10 компов. Иногда просто компьютерный клуб это берут 10, какой-нибудь. 5 рядов лавочек для зрителей, все. Да. Абсолютно точно. Да, конечно, можно сделать красивую арену, там выезжающие команды, кучу экранов, но это несравнимо. Ну, конечно, это все равно несравнимо. очень маленькая подготовка. Да, смысл Поэтому в том, что, им в любом типа, случае нам очень выгодно. И плюс ко всему, аудитория наша, киберспортивная, она, не в основном, но очень большое количество сидит за компьютером. А когда ты сидишь за компьютером, вовлеченность твоя в процесс, где-то что-то кликнуть, где-то ввести какой-то промокод, Ну, скопировать, да. где-то это намного выше, чем телевизор или там просто Конечно, с телефона конечно. смотреть. Поэтому наш зритель, он очень ценный. Почему некоторые организации закрываются, например, Астралис? Они не закрываются. Это вброс. Это активно обсуждающаяся тема на фоне большой неудачи КС-состава. Да. Потому что Астралис исторически клуб, которому реальные фанаты испытывают большое уважение, потому что они реально первые, не первые, это команда, которая создала свою эру и которая, Золотой состав. которая доминировала на сцене очень продолжительное количество времени, выиграв там 5 мажоров, по-моему. Когда они начали перестраивать состав, когда тот золотая пятерка разошлась, Девайс, Глейв, Мэджиск, Тюпри и кто там еще? Xipnix. Да, Xipnix, все правильно. Все очень много, естественно, от них ждали. Но, к сожалению, вот перипетиями судьбы они то продавали девайсы, то опять покупали девайсы, то там брали молодых, то покупали там еще других. У них ничего не получается. И вот сейчас их как бы начинают молотить, но у них на самом деле финансовые проблемы. Но финансовые проблемы организации это практически everyday. Они, как и любой стартап, они жили и живут на минусовой бюджет. Но на самом деле в мире у тебя есть, где-то типа 6, типа 7-8 организаций, кто работают на самоокупаемость. Еще прикольный кейс вспомнил. Вот говорили про, если уйдут буки, что буки это примерно, львиная 60-70% доля выручки там любой киберспортивной организации, да? Не выручки, а инвестиций. Бюджета. Да, и что будет, если их не будет? Вот, к примеру, есть в мобилках очень много Юго-Восточной Азии организаций, типа IRNG, очень много, там по 3 буквы они в основном. И ты, когда они приезжают на LAN, ты смотришь на их джерси, а там, вся пятерочка. Реально, весь 7-Eleven. Там, начиная от йогуртов, не рофл, не рофл. Весь 7-Eleven. Да, Есть команда в Empire Esports в PUBG Mobile. Да, Я да, думаю, да, ты знаешь, в том числе. Они же просто... у них там кафешка какая-то на их в их Да. стране. Кафешка-спонсор. По сути, вся Юго-Восточная Азия, потому что там не так сильно развит вот этот бук-сегмент. Да. Да, они они как организация тоже хотят зарабатывать, тоже хотят какие-то партнерства. Они берут поменьше, не с бука, с пятерочки, но берут количеством. Да. И реально, Сколько у них спонсоров так может быть? до 20 я видел. 20 реально. на футбол. Все, что помещается. Там вся И спина можно вот так на штаны, в принципе. Это не рофл, у тебя приезжает команда Юго-Восточной Азии на лан, там в мобилке где-нибудь. И ты смотришь на их джерси, а там весь 7-Eleven. Ну, это сказка. Вот я слышу, даже игроки говорят. Вот они играют в одной команде, и вот одни игроки говорят, это же просто сказка. Мы играем в этой команде, и даже букмекеры не рекламируем. Получаем огромные деньги, просто играя, Просто не потому что. распыляясь ни на что. Никакого, Шикарно. ни контента, никаких обязательств. Просто езди по турнирам, играй, и всегда тебе бизнес купят, и все остальное. Хотели бы поговорить с вами о том, почему разработчики игр имеют столько власти над киберспортом, вплоть
вплоть до уничтожения дисциплин. Что же у вас такие фаталистические вопросы? Киберспорт в кризисе, разрушение игр одним патчем. Он убивает всегда, и всегда это все равно как бы живет. Ну хорошо, а какие были, например, примеры из истории киберспорта, когда вот какой-то патч прям очень сильно Не было повлиял? такого ни разу. Мету меняли. Повлиять, Бывали повлиять, патчи, да. которые, да, создавали мету, которая типа не контрилась. Повлиять, да, но да, это в любой игре. но Это не убить только в не было ни Была разу. неинтересная мета. Ну, то есть я уверен, что если смотреть там по патчу тролль-снайпер, что там просмотры просели, мне кажется. Потому что, ну, тогда в доту вообще было играть невозможно. И что, у нас мертвая дисциплина? Ни одного Нет, турнира? да, я говорю, что это в моменте просадочка есть, там Да, минус да. 10%. Сделал новый патч, там чуть добавил сундук, плюс подстраивается всё равно. 20%. Вот и Но все. на самом деле, если брать, вот если отходить вот от момента и вот посмотреть свыше, то вот это вот как раз-таки ломаное или там плохой патч или что-то такое, что кардинально что-то меняет, оно на двигатель, самом по деле, сути. да, для дисциплины намного больше и лучше создает вещей, чем положительных, чем негативных, потому что это, привлекает, создает медиа какой-то обзор, да, медиа-инфоповод, и с другой стороны, оно как бы в любом случае привлекает кого-то. То есть ты, грубо говоря, забыл про обычный игрок, про Это, доту, знаешь, лучше- тут увидел, что что-то случилось, Да-да-да. зашел, посмотрел, Да-да. поднялся онлайн, или там наоборот, ты играл, тебе начинает надоедать, а тут все стало А по по-другому. поводу патча лучше типа плохо, чем никак. Да. Потому что когда ты делаешь плохо, ты можешь сделать, потом это типа доработать. Делай средний. Да-да. И еще тема, вот на самом деле я так подумал, какая вообще дисциплина умерла. Типа мне на ум приходит только HOTS от Blizzard-Activision. Heroes of the Storm, Heroes of the который- Storm. Да. да. Это единственная дисциплина, которая умерла, но она умерла не из-за патча. Overwatch, PUBG на компе. он еще Он пока живой. он пока еще живет. Он сейчас лучшие времена свои переживает, я тебе больше скажу. В ренже 7 лет. Почему ты считаешь, что паб мертвый? Ну, Спрашиваю, то, что я просто тоже смотрю. ничего не делали, насколько я помню, вот просто в Минске, я помню, проходил лан по Да, пабу. я там была, в 2018, по-моему, Вот. году он И был. все менеджера, с которыми я разговаривали, просто говорили, это просто ужас. И то, что делают тут в рамках этой дисциплины, Монтон. примерно ничего. Кстати говоря, вот ты затронул PUBG, да? Там ходили слухи, трогай, якобы подъедь. хотят переходить типа на третье лицо. У пабгеров, у ПКшных отношение к третьему лицу, типа, что это за кал? Как в это играть? Такое же было. Это настолько очевидно, почему, разработчик хочет, чтобы играли от третьего лица. Но это Вот. легче. Потому что Нет. казуалы Мимо, играют. мимо. Ну. Скины. У тебя третьего Ну, видно скины, скины. да. Ну, Значит, кстати, их да. будут покупать. Все. Да. Не, в PUBG Mobile это нереально. Люди туда донатят просто ёбнутые суммы. Да. Это вообще... Куда, в какую игру не донатят такие суммы? Не, Сань, ты не понял. Если вот, допустим, Там я прям- такой нормис, да, зашел поиграть в КС, окей, слушай, я себе куплю ножик, да, допустим, я себе куплю перчатки, там, скины на каждый ган, условно я на это потрачу, блядь, от силы $1000, я уже прям в зачете. Как сильно ты ошибаешься. Слушай, имеется в виду, что я уже буду, в респекте перед одноклассниками. Ну, перед одноклассниками, может быть, согласен. Да. Но Нифига если- себе у тебя школьники с 1000 баксов. Что в школу В каком ты захотелось? классе? Но среднестатистический PUBG Mobile игрок, Это- тратит на скины, не рубль баксов, он тратит, $10, просто вот чтобы у него был базовый какой-то комплект. Разработчик сейчас больше получает не с продаж, как правило, а с сервисов. То есть продажа внутриигровых предметов, Ну вот. батлпассов и всего Да, остального. да. Что-то мне подсказывает, что паблишеры там не особо имеют большой Не, так я как раз процент в и этом. говорю, что, получается, издатель берет какую-то часть, 5% от всех продаж скинов и вкладывает ее, наоборот, больше в киберспорт, делает больше круче почему турниры, они- почему более они увеличивают масштабнее, свою но условно прибыль, но как не делает развивают LoL. больше? Я вот как раз это и имел в виду, что, может быть, просто у издателей не так много... Не так много денег? Нет, вообще нету вот этих заработков с внутриигровых, там, допустим, предметов. Ну, вот я не смотри, знаю, например, я раз- структуру и бюджет Пока как бы- недалеко. Ну, в смысле, в КСе вот у тебя люди покупают Смотри. ножи, открывают ящики. Почему нельзя какой-то процентик от Valve этого мало с этого вкладывать? зарабатывает? Так Valve, он разработчик, он не паблишер. Слушай, Так пока я мы и говорю недалеко про ушли от разработчиков. Лола, смотри. всё, вот я- этот кейс по поводу извините. 5%, то, что берет разработчик Лола и вкладывает в киберспорт от скинов, это, кстати, вообще не трудно, мне кажется. Потому что, во-первых, 99% риота принадлежит Tencent, к тому же. Не думаю, что там, есть проблемы с финансированием отдела, который занимается киберспортом или разработкой игры. То есть, например, у нас Dota и CS, это, можно сказать, киберспорт на аутсорсе. То есть мы ждем денег от букмекеров, мы ждем денег от других брендов. Почему они сами их не дают? Да, они
они могут, если бы они сами вложили какое-то количество денег, то возможно бы, У меня есть тогда бы пример. киберспорт бы... У меня есть И пример. так сойдет. Вот, во-первых, да, это вот стопудово. Это прям, это true база, реально. И так сидят, да похер, типа схавают. Ну, они в зоне комфорта просто. Они выпускают Да, да, кейсы, да, у Battle тебя Pass, они чего зарабатывают схавают? кучу денег, а смысл им вкладывать в киберспорт? Вот Если вот у них чтобы больше, зарабатывать еще они- больше. А что Больше. они там Надо заработают? больше Два зарабатывать. кейса, два кейса расскажу вам сейчас. Два кейса вот они добавят, и они заработают столько же, сколько и Да, вложат в киберспорт. это правда. И еще два кейса добавлю, вот прям, ну, я знаю, у меня как true инфа есть. Я 3 года работал в Rainbow Six. Rainbow Six — это Ubisoft. Супер лояльная компания-разработчик, который, типа, там классно штампует эти Assassin's Creed и имеет с этого да-да-да, бабла. вот доштамповались. У них, Да-да-да, у, них, у слышали. них, типа, есть Rainbow Six. Rainbow Six что-то там порядка, типа, 8 лет в киберспорте. Чтобы вы понимали, это до сих пор на движке Assassin's Creed. Смысл в том, что, типа, ну, у тебя эта дисциплина давно должна была сдохнуть. У тебя FPS киберспортивный, FPS киберспортивная дисциплина на, блядь, движке Assassin's Creed. Ты вообще тут, на Ubisoft? Давайте так, что такое киберспорт? Это площадка по продаже рекламы. Это... Не-не-не, Это что надпись определяет на твоей киберспорт? футболке. Кто определяет Да, киберспорт? вот, да. Бизнес, деньги. Соревновательная основа. Соревновательная основа Соревнования. есть, значит, Ну, киберспорт. да, В Радуге есть соревновательная основа, значит, это Конечно. киберспорт. тот Что самый. будет, если ИИ начнет побеждать людей на турнирах? Уже Уже было 10 лет было, назад ну, в Доте, всё. когда Дэнди победила. Ничего не и- будет. Вон Ничего смотрим не на, будет. смотрим на шахматы, и побеждает любых шахматистов. Да. Что происходит? Шахматы Ничего. на своем пике. Кстати, Вот на и пике всё. лютом. Это, кстати, по-моему, Шахматы, да, на по-моему, хайпе Карлсон сейчас. рассуждал недавно тоже по поводу На этого. Джо И- Рогане было, да. Да-да-да, вот у Джо Рогана он как раз, вот я А хотел вы вообще вспомнить. видели призовые у шахматистов? Нет. Нет. Там же На Ликвипедии везде. добавили отдел типа спорт, и там есть шахматы. Да. А у Магнуса и у этого Яна? непомнящего, да, Яна, бля, вот сейчас не спиздеть главное, что-то в районе 4-5 миллионов долларов, апрокс. Кстати, вот касательно спонсоров и так далее, ну, типа вот у нас только буки, там все такое, да, а теннис это у тебя что? Ну, титульный спонсор тенниса, я не знаю, какой-нибудь Rolex. Ну, там это совсем другой вайб, как сейчас Вайб, можно да. говорить. Вайб. То есть там как бы У тебя же это... голос свинский. Это совсем другой. Это old money, да. Это как бы ты... Это Куда luxury. ты смех? Бренды все заходят, то есть мы возьмем там вот этот вот Rolex, то есть мы видим там точечно заходит BMW, там вот типа BMW заходит, заходил ПСЖ, оказалось, что ПСЖ вообще никому и не платил, что это все бесплатная основа, то есть к нам как бы понемножку заходят бренды, но как бы не особо остаются. Очень Если, много. если ты откроешь LinkedIn или какой-нибудь там вот просто у ликвидов вакансии, у них всегда там типа куча регионов. Бразилия, Азия, там Америка. Там везде в каждом регионе еще куча всяких, ну, у них постоянно идет расширение, то есть они вот работают как раз на вот этой вот такой же системе, что типа постоянно вкладываются, у них, наверное, не достает, но они постоянно расширяются, что делают. Ну, короче, они с точки зрения присутствия и вот всяких таких вещей, они точно близки к лидерству. Там может быть топ-1 какие-нибудь бразильцы, потому что их там просто миллиард подписчиков в Да-да-да. 20 раз больше, чем у фейзов, да. там. Боты. На самом деле, вот единственное нормальное применение ИИ, которое сейчас есть, это там, вот, я не знаю, там мы это в компании еще делали лет 7 назад, это делать так, чтобы человек в игре больше денег тратил просто. Ну да. То есть они тебе там предлагают акции туда-сюда, и это все, это вы все гений вообще. предиктивное. Ну, То есть и борода там такая, есть Бывает. модельки, которые там, благодаря которым ты повышаешь ревеню на значительное количество. Ну, то есть если вот есть там какая-нибудь большая игра, там, не знаю, стендов, вот она зарабатывала Большая игра рубль, очень. то ты туда яишку прикручиваешь, Мне и кажется, уже рубль 80 мне она кажется, зарабатывает, и и- это много. Тебе EA уже должны были в Инстаграме написать прямо сейчас. Большое спасибо вам за просмотр. Обязательно оставляйте комментарии, какие темы разогнать в следующих подкастах, кого позвать. Что вы думаете о сегодняшних Да. темах? И Как о вы наших думаете, гостях? и убьет киберспорт или нет? Да, пиздец, я думаю, там Да, реально все непоправимая темы, что ситуация уже скоро будет. что-то убьет киберспорт. У нас Фатальные сегодня вы, был- конечно, у нас попали. сегодня Мне было убийственно. Мне кажется, у редакторов у них уровень тревожности там уже зашкалил. Выпишите им Атаракс, пожалуйста. Просто хотя бы за компанийский. Когда Меньше киберспорт роллов закажите, умрет. но дайте им Атаракс. Да. Все, заканчиваем, Всё, расходимся. всем спасибо. Всем пока, всем До спасибо. свидания.